Все видят в нем только повелителя демонов, и поэтому, когда он терпит поражение, люди должны видеть в нем обычного человека. Однако враги, способные победить его, уже исчезли. Он приходит к телу своего друга и решает, что, возможно, его желание исполнится, если он переродится. Тысячи лет спустя родители Арда Метеора празднуют его десятилетний юбилей. Они не знают, что их сын – это реинкарнация повелителя демонов Варвадоса, который сейчас живет в обычном провинциальном городке. Уровень образования и магии в этом мире с тех пор сильно снизился, но он снова обрел крепкое здоровье, выносливость и атлетическое телосложение. Поэтому ему не составило труда владеть боевыми искусствами. Родители спрашивают его, чем он хочет заниматься, когда ему исполнится 10 лет. Но у Арта есть только одна мечта. Он хочет найти человека, который не будет смотреть на него со страхом, и подружиться с ним. Он видит, как на улице играют дети, и смотрит на них, подзывая к себе. Однако дети пугаются его взгляда и убегают. Арт не понимает, что происходит, и думает, что, возможно, в их сознании все еще есть что-то, что мешает им подойти к нему. Поэтому он решает действовать вместо того, чтобы ждать. В центре города он замечает двух девочек, которые идут в его сторону, но его начинает трясти. Он никогда не боялся во время последней битвы с богами, но сейчас ему кажется, что у него от волнения болит живот. Он сгибается пополам от боли, а когда девочки видят его, он пытается улыбнуться им. Но это только пугает их еще больше, и они убегают. Арт кричит им, чтобы они были его друзьями, но это только еще больше их пугает. Он дает выход своему разочарованию, уничтожая одно дерево за другим с помощью магии. В тот же день мэр сэр Элхайт замечает его подавленное настроение и спрашивает, что его беспокоит. Услышав его историю, сэр Элхайт обещает научить его очень простому способу заводить друзей. Он должен быть добрым и уважительным по отношению к любому, с кем бы он ни общался. Арт благодарит его за совет и сразу же бежит его выполнять. С огромным уважением и смирением Арт пытается подружиться с ребятами в городе. Но мальчики не обращают на него внимания, а девочки снова убегают от его странностей. И вот Арт снова в лесу, размышляя, не уничтожить ли ему весь мир. Монстры пытаются напасть на него, но Арт щелкает пальцами и убивает их. Вдруг она слышит крик девочки. Арт взмывает в воздух и летит на голос. На поляне он видит девочку, которая сражается с древним волком. Девочка ловко использует магию, чтобы атаковать волка. Арт задается вопросом, не выплескивает ли девочка свое разочарование на волка, как это делал он. Тем временем дома сэр Элхайт делится своими переживаниями о дочери с родителями Арда за чашкой чая. Его дочь полностью замкнулась в себе из-за издевательств и сплетен, которые ей пришлось терпеть из-за своего происхождения. Отец Арда уверяет всех хайдов, что его решение переехать сюда было правильным, так как в деревне гораздо меньше любопытных глаз, чем в столице. В лесу девушка с помощью магии убивает волка. Ее внешность напоминает Арду его старую подругу Лидию, и он по ошибке называет ее по имени. Услышав его голос, девушка понимает, что он здесь, и Арт выходит из укрытия и хвалит ее за магию. Он надеялся сблизиться с ней, но вместо этого он выпалил, что хочет с ней подружиться, и попросил ее об этом. Девушка закричала, что он ничего о ней не знает, и убежала. Девушка побежала прямо к Арду и сказала, что ненавидит деревню. Тем временем Арт тоже вернулся к Арду и рассказал, что его методы сработали. Однако он был удивлен, увидев, что девочка сидит на руках у Аала. С того дня Арт начал ухаживать за Иреной, девушкой, говоря, что это судьба, что они должны подружиться, ведь их родители тоже друзья. Он перепробовал все, даже подарил ей букет роз, но она все равно отвергла его. Однажды ночью Арт вызвался проводить Ирену домой после того, как она высказала ему все, что у нее накипело в лесу, но она снова убежала от него. Арт вернулся в свою комнату и обдумывал, как ему подружиться с девушкой, когда вдруг услышал шум на улице. На город напали монстры. Его отец сдерживал натиск монстров, но тут появился Аал и сказал, что Ирена все еще в горах. А Арт понял, что Ирена убежала в горы, потому что он гнался за ней и вызвался пойти ее спасать. Затем он взлетел в воздух, оставив двух мужчин в недоумении. В горах Ирину окружила банда гоблинов. Их главарь приказывает ей позвать на помощь своих родных и друзей, но Ирина вспоминает, как все называли ее чудовищем, и уходит. Она просит гоблина убить ее, потому что жизнь потеряла для нее всякий смысл. Тем не менее, когда гоблины приближаются к ней, она зовет на помощь, и Арт убивает нападающих на нее гоблинов электрическим разрядом. Он медленно спускается с горы и убивает гоблинов. Их главарь приказывает своим приспешникам напасть на него, но Арт просто заставляет их взорваться. Главарь гоблинов в страхе убегает, но Арт смотрит на него и заставляет его взорваться. Он протягивает руку Ирине, но она говорит, что хочет умереть, потому что она одинока и несчастна, и никто ее не понимает. Арт говорит ей, что он ничего не знает о ее жизни, но он понимает, как тяжело жить в изоляции. Поэтому он хочет стать ее другом. Он обещает никогда не предавать ее,
потому что однажды он предал своего лучшего друга и не хочет, чтобы это повторилось. И вот, наконец, Ирина принимает его предложение. Несколько лет спустя Ирина будет Арта и предлагает ему вместе с ней поступить в Академию магии. Директор Академии магии Голд с радостью приветствует двух детей трех великих героев. Директор Голд также сообщает им, что они прославились тем, что уничтожили сотни гоблинов во время нападения демонов на их город. Поэтому они были освобождены от сдачи практического экзамена и должны были сдать только письменный экзамен. После экзамена Ирина с радостью узнает, что сдала его на отлично. В это время Арт был потрясен, узнав, что получил 0 из 100 возможных баллов. Оказывается, его ответы намного превосходят то, что было заложено в современной методике, и даже маги-шестигранники, такие как директор школы, не могут дать таких ответов. Директор объявляет, что Арт действительно оправдывает надежды своих родителей, великого мага Джека Метеора и его жены Карлы, которые 10 лет назад защитили столицу королевства от злого бога. В классе Арда сразу окружают одноклассники, которые хотят с ним подружиться. Тем не менее, есть и такие, кто недоволен, что деревенские простолюдины, такие как Арт, привлекают к себе внимание. Затем они замечают, что один из дворян издевается над испуганной девушкой-суккубом. Ирина кричит на дворянина, чтобы тот прекратил, но тот лишь улыбается и представляется как Орландо Спенсер из герцогства Спенсеров. А девушка принадлежит к семье бухгалтеров, которые обслуживают его самого. Арт вмешивается и говорит ему, что это не дает ему права делать все, что он хочет. Орландо высокомерно заявляет, что если Арт победит его в поединке, то, возможно, он прислушается к нему. Гиена ахает и сообщает Арду, что у Аральда достаточно сил, чтобы стать самым молодым человеком, получившим звание мага в королевстве. В класс входит женщина и отчитывает их за то, что они уже начали ссориться в ее классе. Арт сразу же узнает ее голос, а остальные студенты потрясены, увидев ее. Это леди Оливия, одна из генералов лорда демонов Варватоса. Арт удивлен, увидев ее здесь, и нервничает, когда смотрит на нее, потому что знает, что Оливия будет в ярости из-за того, что Варватос внезапно бросил свою работу и переродился 1000 лет назад. Однако Оливия проявляет к нему интерес и разрешает их дуэль. На территории Академии два студента встречаются лицом к лицу, собираясь начать поединок. Арт хочет закончить все это так, чтобы Оливия не узнала его истинной личности. Когда начинается дуэль, Аральдо бросает в Арда молнию, вызывая сильный взрыв. Однако Арт все еще стоит на ногах, и ученики поражены, что ему удалось активировать заклинание Мегастена без какого-либо заклинания. Аральдо бросает в него огненный шар, и когда Арт снова отбивает его, он хвалит его за то, что он выдержал его мега-вспышку. Однако Арт подумал, что это была просто обычная вспышка. Затем Аральдо создал шквал огненных шаров, поразив студентов тем, как он создал гигантскую вспышку. Арт в очередной раз задумался о том, что это всего лишь обычные последовательные вспышки, и решил показать всем, что такое настоящая гигантская вспышка. Над Ардом появляется огромный столб огня, и он направляет всю свою ярость на Иральда. Когда вокруг него полыхает огонь, Иральда признает свое поражение и приносит извинения. Арт отменяет заклинание и приближается к Иральда. Он предупреждает его, что теперь, когда он увидел настоящую гигантскую вспышку, ему лучше больше не повторять ту же ошибку. После боя Оливия комментирует, что он просто не использовал гигантскую вспышку раньше, так что это объясняет, что он также наложил мега-стену вокруг Иральда, чтобы защитить его от огня. Все удивлены, так как оказалось, что использование двойного броска – это утраченный навык. На следующем занятии Оливия приведет их в соседнее подземелье. Когда им приказывают объединиться, толпы людей окружают Аарда и Ирену, но вместо этого они решают повеселиться с девушкой-пулей. Ее зовут Джинни, и она благодарит их за предложение. Что касается их класса, то их цель – добыть шкуру черного волка, монстра ранга В. Они сталкиваются с целой стаей, но одна атака Аарда и Ирины убивает их на месте. Джинни извиняется за то, что она бесполезна по сравнению с ними, и Арт решает научить ее магии. Поначалу у Джинни не получалось использовать обычную магию из-за низкой самооценки, которая сформировалась у нее за годы издевательств. Чтобы помочь ей, Арт обучает ее технике, которую он сам придумал и назвал магией кругов. Она заключается в том, что нужно использовать ману, содержащуюся в воздухе, для усиления магии с помощью магических кругов. Джинни успешно осваивает технику Арда, и он обнимает его в знак благодарности. Они уже почти добыли шкуру черного волка, когда провалились в яму-ловушку. Следующее, что они помнят, это то, что они оказались на дне подземелья. Появляется босс подземелья Минотавр и нападает на них. Однако Арт спокойно заявляет, что он будет учить Джинни последние техники магии кругов. Он блокирует удар дубины Минотавра руками и отталкивает его, чтобы увеличить расстояние между ними. Затем он рисует в воздухе несколько магических кругов. Поскольку для этого используется мана из окружающей среды, можно использовать магию кругов последовательно. Множество магических кругов атакуют Минотавра, и он падает на землю. Затем Арт говорит Джинни собраться с духом и нанести последний удар. В ее памяти всплывают воспоминания о том, как ее обижали, но Джинни решает, что больше не хочет убегать. Она создает несколько магических кругов и убивает Минотавра.
После празднования победы они приносят рог Минотавра Оливии, чтобы сдать экзамен. Аральдо громко заявляет, что Джинни добилась успеха только благодаря своим товарищам по команде и оскорбляет их. В итоге Джинни сбивает его с ног и предупреждает, чтобы он не смел оскорблять ее друзей. На следующий день директор Голд просит Арда принять участие в школьном мероприятии, посвященном Дню Королевы. Если она увидит, как хорошо он выступил, то, возможно, выделит школе больше средств. Арт просит дать ему время подумать. Если он откажется, то его могут лишить стипендии, но он не хочет участвовать в этом мероприятии, зная, что Оливия будет наблюдать за ним. На улице Джинни приглашает его на свидание. Ирина ревнует и тоже идет с ними. На следующий день они все вместе отправляются в театр. Девушки тоже липнут к нему, и это еще больше его раздражает. Между тем в спектакле показывают прошлое Арда и его нежные отношения с его подругой Лидией. Арт хочет закричать, потому что Лидия из его воспоминаний была дерзкой, агрессивной, совсем не похожей на ту милую девушку, которую они изображали. После утомительного спектакля девушки ссорятся из-за того, кто поведет Арда в ресторан, который они выбрали. В конце концов они идут с Джинни в ресторан, который выбрала она, но по дороге слышат, как группа людей в плащах, скрывающихся в переулке, планирует похитить королеву. Затем группа уходит через канализацию, и ребята решают проследить за ними. В канализации они следуют за группой до большой пещеры, где на стене нарисован огромный магический круг. Внезапно сзади на них нападает другая группа и заталкивает их в пещеру. Все это было ловушкой, устроенной группой, чтобы заманить их туда и схватить. Лидер в маске соглашается с ним и активирует магический круг, поджигая Арда. Он говорит им, что им нужна только цель, а не все они сами. Тем не менее, огонь не причиняет вреда Арду, и он просто тушит его. Затем он уничтожает магический круг одной из своих атак, пробивая стену. Затем он активирует другое заклинание, и на всех обрушивается молния, поджаривая всех врагов, кроме предводителя в маске. Арт оставил его в живых, чтобы допросить. Однако предводитель в маске принимает свой истинный облик, облик крылатого демона. Он выпускает молнию в потолок, пробивая в нем дыру, и вылетает в город. Арт говорит остальным, что он будет преследовать демона, но девушки пытаются возразить, что он уже давно скрылся, и они не успеют даже вернуться на поверхность. Арт признается, что он умеет летать, и взлетает, чтобы преследовать демона. Он запускает в демона огненный шар, но демону удается добраться до города и схватить ребенка. Горожане разбегаются от демона. Арт беспокоится, что паника охватит весь город, и кричит, что нет причин для беспокойства. Он, сын великого мага Джека Меттерса, победит демона. Демон спрашивает, как он собирается сражаться с ним, когда у него в заложниках ребенок, но Арт спрашивает, о чем он говорит. Он уже использовал заклинание иллюзии, чтобы обмануть демона и вернуть ребенка матери. Демон выпускает в него молнию, но Арт легко уклоняется от нее. Когда демон пытается сбежать, Арт запускает в него мощное заклинание, озаряющее небо и уничтожающее демона. Когда Арт приземляется, мать благодарит его за спасение дочери, а толпа приветствует его. Благодаря их героизму они удостоились чести быть представленными ее величеству королеве. Он смотрит на прекрасную королеву, и какой-то дворянин делает ему замечание. К счастью, королева приходит ему на помощь. Тем временем Арт думает, как ответить на ее вопрос. Если бы это было возможно, он хотел бы получить финансирование для Академии, чтобы не участвовать в битве. Внезапно Ирина встает и непринужденно приветствует королеву. Все присутствующие в зале шокированы, но королева лишь смеется и приветствует свою подругу детства. Что касается их заслуг, королева хотела бы наградить их. В качестве награды за свои заслуги Арт получает право стать ее мужем. Арт снова ошеломлен, но Ирина и Джинни возражают. Поэтому королева награждает его званием мага Пентагона. Остальные дворяне возражают против того, что простолюдин внезапно получил такое звание, но Арт говорит, что отказывается от него. Вместо этого он просит увеличить бюджет для Академии, чтобы он мог отблагодарить директора Голда. Королева рада видеть, что Арт такой скромный и отзывчивый, поэтому она удовлетворяет его просьбу, а также присваивает ему и Ирине звание мага Пентагона. Чтобы успокоить дворян, она приказывает Арту и Ирине присоединиться к отряду королевы, который подчиняется только ей. Что касается Джинни, то ей было присвоено звание мага-треугольника. В каком-то переулке в городе проходит еще одна встреча таинственных личностей. Они соглашаются, что простолюдин Арт исключительный человек, но они считают, что он все равно не равня чудовищу, которому они служат и которое хочет уничтожить мир. В школе одна девушка признается в своих чувствах Арту, и это происходит все чаще и чаще. Когда он отвергает ухаживание девушки, та пытается соблазнить его, и, к счастью, в этот момент появляется Ирина и своим злобным взглядом отпугивает девушку. Арт пытается поблагодарить Ирину за помощь, но она лишь хмуро смотрит на него и уходит. В своем кабинете директор Голд разговаривает с преподавателем, профессором Джессикой, о ситуации с Ардом.
Профессор Джессика спрашивает директора Голда, в чем проблема, ведь Арт уже добился увеличения бюджета школы. Но директор Голд признается ей, что он надеялся использовать турнир для того, чтобы продемонстрировать свои способности другим преподавателям и в школе искусств. Профессор Джессика уверяет директора, что она найдет способ убедить Арда. Позже тем же вечером Арт размышляет о том, как заставить Ирину перестать злиться. В это время приходит Джинни и показывает ему свой новый наряд, очень откровенное нижнее белье. Она также заметила, что Арт пользуется популярностью у девушек, но это нормально, ведь она может делить его с ними. Однако она хотела бы быть его первой, поэтому решила действовать более решительно. Тем временем Ирина в своей комнате сожалеет о том, что она сделала сегодня днем. Она открывает шкаф и начинает искать что-то подходящее. В комнате Арда Джинни спрашивает Арда, хочет ли он этого. Когда Арт не отвечает, она использует свои суккубские способности, чтобы парализовать его. Затем она толкает его на кровать и приближается к нему. Однако их прерывает появление Ирины. Она собиралась извиниться перед Ардом, но была шокирована, увидев Арда и Джинни в постели. Она краснеет и начинает бросать в Арда вещи. К счастью, Джинни останавливает ее и спрашивает, зачем она пришла в таком виде. Ирина признается, что мама Арда научила ее, что нужно всего лишь надеть вызывающий наряд, чтобы мальчики приняли ее извинения. Она также начинает обвинять Джинни в том, что та внезапно стала популярной среди девочек. С тех пор, как Джинни начала с ним флиртовать, все девочки стали делать то же самое. Однако Джинни возражает, что она просто перекладывает вину за свои неудачи на других людей. Их спор разгорается все сильнее, и они решают разрешить его с помощью дуэли. В это время Арт отчитывает их за то, что они ссорятся. Он заставляет их извиниться друг перед другом и запрещает дуэль. В этот момент в комнату врывается профессор Джессика, которая слышит весь их спор. Она предлагает им, если они не могут устроить дуэль, принять участие в студенческом соревновании. Таким образом, даже если они проиграют, они не смогут пожаловаться. Мало того, если они хорошо выступят на соревновании, то профессор сможет осуществить свои планы по назначению Арда преподавателем. Поскольку обе девушки обучаются у Арда, их выступление будет отражать его преподавательский талант. Девушки сомневаются, но когда профессор Джессика говорит, что если Ард станет преподавателем, то он будет носить их красивую форму, девушки быстро соглашаются. Наступает день студенческого соревнования, и студенты демонстрируют свои умения. Три великих героя, а именно родители Арда и Ирины, приглашены в качестве комментаторов. Отец Ирины Алихайд вежливо комментирует, в то время как отец Арда Джек скучает, а его мать Карла наблюдает за девушками. Тем временем Арт сидит рядом с Оливией в зрительском зале. Когда заканчивается очередной бой, на сцену выходит Ирина, которая будет следующей участницей. Она нервно поднимается на сцену, где ее ждет соперница. Тем временем Арт желает им победы, но он также не хочет становиться преподавателем. Таким образом, он молится, чтобы они проиграли с наименьшими потерями. Когда начинается матч, соперница Айрин сразу же бросает в нее огненный шар. Она уклоняется и падает на пол. Она бросает взгляд на молящегося мужчину и тут же восстанавливает силы, встает и использует магию. Вокруг ее противника появляются магические круги, и она поражает его электрическим разрядом, отчего он теряет сознание, а она побеждает в схватке. Уходя, она проходит мимо Джинни, которая болеет за нее, надеясь, что они встретятся в финале. Пока продолжается турнир, Ирина и Джинни медленно продвигаются вперед. Таким образом, они действительно встретятся в финале турнира. Со стороны комментаторов Алайда вспоминает, каким одиноким было детство ее дочери. К счастью, появилась Арт и помогла ей стать лучшей волшебницей. Две девушки встречаются на середине арены. Когда начинается матч, множество фигур в плащах внезапно встают со зрительских трибун. Затем они резко сбрасывают маскировку и предстают в своем истинном обличии демонов, сея хаос. На арене начинается паника. Профессор Джессика сообщает Арду и Оливии, что нападение происходит не только на арене. Поэтому им нужно разделиться. Арт и Оливия помогут в другом месте, а она будет разбираться с теми, кто находится на арене, вместе с Ириной и Джинни. Родители Арда и все Хайды тоже вызвались помочь. Ирина и Джинни сражаются с демонами на арене. Когда Джинни уже почти одолели, а Ирина спасает ее и говорит, что они не могут проиграть, потому что им еще предстоит сразиться в финале. Перед двумя девушками внезапно появляется огромный монстр в виде каменного голема, который затем превращается в алмаз. Они попытались атаковать его вместе, но их магия не подействовала. Когда голем приблизился к ним, появился Алехде и с помощью ветра расколол голема на миллионы кусочков. Они были поражены силой Алехде, но их радость была недолгой, потому что грудь Алехде пронзила чья-то рука. Это была профессор Джессика. Она призналась, что на самом деле она не профессор Джессика. Она Эльзард, обезумевший король драконов. И все это было подстроено только для того, чтобы похитить Ирину. Джинни начала стрелять в Эльзард огненными шарами, но ее защита была слишком сильна. Одним движением руки Эльзард отбросила Джинни в сторону. Она собиралась убить ее, но Ирина бросилась на нее и пригрозила покончить с собой, если Эльзард причинит вред ее подруге. Поэтому Эльзард решила просто похитить Ирину и улететь, оставив ослабленную Джинни и
истекающего кровью Алехде. Все трое очнулись в кабинете медсестры, где их лечил Арт. Арт спросил его, что произошло, и он рассказал, как Ирину похитила Эльзард, обезумевшая королева драконов. Эльзард – одна из тех драконов, которые несколько тысяч лет назад чуть не уничтожили мир. Она настолько могущественна, что может сравниться с демонами и злыми богами. Директор Голд спросил Алехде, зачем этому существу понадобилось похищать Ирину, но Арт ответил, что это не имеет значения. Они должны в первую очередь спасти ее. Позже Алехде и Джек ведут Арда в королевскую сокровищницу. Арт благодарит его за помощь и входит внутрь. Джек спрашивает Хиде, почему он не рассказал Арду, кто они такие на самом деле. Айли Хайд вспоминает, как Ирина все время проводила взаперти в своем особняке, боясь посторонних. Однако после знакомства с Ардом она изменилась. Хотя, возможно, это произошло потому, что она не знала правды о них. Он боится, что если расскажет Арду правду, тот может лишить Ирину ее единственного друга. Тем временем Йена мечтает о том, как они с Ардом станут друзьями. Однако внезапно Ард исчезает из ее сна. Она просыпается и обнаруживает, что находится в ловушке, ее руки связаны. Эльзард наблюдает за ней и объясняет, что ей нужна кровь, текущая в жилах ее семьи. Ирина потрясена тем, что Эльзард знает о ее происхождении. Затем Эльзард произносит заклинание, и за спиной Йены появляется странное огромное существо. Эльзард объясняет, что это существо называется Сирота Хаоса. Оно было создано из плоти одного из множества злых богов, которых давным-давно победил повелитель демонов Варватас. Если Эльзард принесет в жертву кровь Ирины чудовищу, созданному из плоти злого бога, то сможет призвать одного из злых богов из измерения, в котором они заперты. Зачем? Ну, она просто хочет разрушить этот мир, который стал слишком мягким из-за любви, дружбы и взаимопонимания. Ирина кричит, что Арт остановит ее, но Эльзард улыбается и говорит, что Арт все еще человек. Что если он узнает секрет Ирины? Тогда он возненавидит Ирину и будет презирать ее как монстра. Эльзард начинает ритуал и снимает барьер, отделяющий Ирину от Сироты Хаоса. Тем временем в столице Арт надевает доспехи и берет оружие для предстоящего сражения. Джинни приходит к нему, но Арт предупреждает ее, что не может взять ее с собой на бой ради ее же безопасности. Ирина признается, что раньше она и подумать не могла, что у нее появятся друзья. Но Ирина спасла ее и даже назвала подругой. Арт улыбается и говорит, что она должна приготовить ужин, когда они вернутся. Как только они с Ириной вернутся, они смогут снова вместе смеяться и дурачиться. Арт активирует свой костюм и быстро летит к горам, где находится Ирина. Тем временем к Иене медленно приближается Сирота Хаоса. Эльзер и демоны ждут ее смерти, но вдруг странный свет сжигает Сироту Хаоса. Эльзард смотрит в небо и видит падающий метеорит. Арт приземляется и одновременно произносит 9 заклинаний, обрушивая на горы шквал атак. Эльзард взлетает высоко в небо и уклоняется от атак. Пока демоны отвлекаются, Арт подходит к Ирине и освобождает ее от пут. Она бросается к Арду и, плача, обнимает его. В небе Эльзард приходит в восторг от мысли, что может продемонстрировать свою истинную силу. Арт обещает Ирине, что победит Эльзард, но та перебивает его и спрашивает, почему ему так нравится Ирина, если она чудовище. Затем она рассказывает, что настоящая фамилия Ирины Лавел, и что она настоящая принцесса королевства. А в самой Ирине течет кровь злых богов. Именно поэтому культ демонов Ларса Аль-Гула захватил ее. В столице Хайде объясняют Джеку, что поскольку религия их мира основана на культе демонов, все злые боги стали предметом ненависти. Если бы люди узнали, что королевская семья происходит от злых богов, то это могло бы привести к свержению всего государства. Вот почему они правят не напрямую, а через своих ставленников, таких как королева. Но именно поэтому он и его дочь вынуждены скрывать свою истинную сущность. Эльзард смеется, узнав тайну Ирины, но Арт уверенно заявляет, что это не имеет значения. Важно лишь то, что Ирина добрее и отважнее всех остальных. Эльзард атакует ее молнией, а Арт своим копьем отражает удар. Затем он заставляет землю под ногами Эльзард взорваться, поджаривая ее. Затем он бросает копье и попадает в Эльзард, отбрасывая ее в небо. Однако это еще не конец. Эльзард принимает свой истинный облик, превращаясь в огромного дракона. Арт вовремя создает защитный барьер, когда Эльзард пытается атаковать их энергетическим лучом. В то же время Арт начинает читать заклинания, и перед ним появляется Золотая Леди. Это был дух Лидии, который появился в его мече и начал помогать ему в бою. Он взлетает в небо, чтобы сразиться с Эльзард на ее территории, и призывает Золотой Меч, чтобы атаковать ее. Когда Эльзард пытается не отставать от него, Ирина подбадривает Арда с земли. Услышав ее, Арт переходит на вторую фазу, и на его теле появляется броня, а волосы становятся белыми. Когда Эльзард пытается снова применить свои заклинания, они самоуничтожаются, так как Арт уже проанализировал, понял и подчинил их себе. Затем Арт применяет одно из своих сильнейших заклинаний – Ультиматум 0. Над ним появляется огромный магический круг, и он заряжает свой меч.
Тем временем Эльзард тоже готовится к магической атаке, чтобы отразить атаку Арда. Когда их магия сталкивается, происходит мощный взрыв, который убивает Эльзард. Тем временем Ард приказывает Лидии вернуться в его душу. Он направляется к Ирине, которая поражена его силой. Ард приглашает его вернуться в город, и Ирина укрепляет свою решимость стать сильнее, чтобы он мог встать рядом с Ард. Где-то в темной пещере рыжеволосая девочка вызывает гигантский меч по имени Демисезон Аргус и использует его для уничтожения монстров. Затем она замечает, что стала достаточно сильной, чтобы помочь своей старшей сестре Лидии. Направляясь к выходу, она задается вопросом, не переусердствует ли она, оставаясь в подземелье для тренировок в течение 3 лет. Когда девочка добирается до города, она ошеломлена тем, как сильно все изменилось всего за 3 года. В магазинах продавались новые товары, люди были одеты по-другому, и незнакомый автомобиль чуть не сбил ее. Пока она размышляла о том, что случилось с их войной со злыми богами, странный человек в маске приветствовал ее из переулка. Этот человек знает, что ее зовут Сильфи, и рассказывает ей, что на самом деле она тренировалась последние 3000 лет. Оказывается, что время течет совершенно по-разному в подземелье, где она тренировалась, и во внешнем мире. Прогуливаясь с этим человеком, Сильфи пытается спросить его, кто он такой, но он просто говорит, что служил лорду Варватосу вместе с Лидией 1000 лет назад. Она радостно спрашивает, как у них дела сейчас, но мужчина говорит ей, что Варватос умер давным-давно. Однако его душа снова воплотилась в этом мире и наслаждается жизнью под именем Арт Метеор. Если Сильфи хочет узнать, что случилось с ее старшей сестрой Лидией, то ей лучше спросить об этом у него. В школе директор Голд проводит встречу с Ардом и его друзьями, на которой он объясняет им, что их академия планирует провести школьный фестиваль на следующей неделе. Они будут участвовать в шоу, а также в турнире по фехтованию. Он не будет заставлять их участвовать в турнире, но директор школы хочет, чтобы они выступили в шоу. Ард спрашивает у 2 девушек, хотят ли они принять участие в шоу, и они с радостью соглашаются. И, наконец, директор школы Голд объясняет им, почему он хотел встретиться с Ардом. Они получили письмо с угрозами, в котором их просили отменить школьный фестиваль. Но что еще более тревожно, письмо было написано на человеческой коже. Письмо было подписано членом культа демонов Ларсом Альгулом. Он надеется, что Эр присоединится к шоу и будет патрулировать территорию школы, потому что он сможет предотвратить угрозу. Конечно, мисс Оливия тоже поможет ему, и она уже ищет людей, которые могли бы помочь. А Ард и девушки возвращаются в класс, когда в класс врывается Сильфи, разыскивая Аарда Метеора. Она начинает запугивать всех мальчиков в классе, спрашивая, не Ард ли они. К счастью, Оливия бьет ее по голове книгой и велит ей вести себя прилично. А Ард кивает в знак согласия с Оливией, и Сильфи принимает его за реинкарнацию лорда Варватоса. Она требует, чтобы Ард рассказал ей, где Лидия, но Ард отказывается отвечать на ее вопросы. Ирина раздражается и говорит, что если она хочет подраться, то пусть дерется с ней. Увидев Ирину, Сильфи вспоминает Лидию и спрашивает, кто она такая. Ирина отвечает, что она самая близкая подруга Арда. Не имея другого выбора, Сильфи вызывает Аарда на дуэль, чтобы заставить его рассказать все, что он знает. Лидия тоже пользуется этой возможностью, чтобы устроить дуэль и увидеть, на что способен Аард. Арду ничего не остается, кроме как принять вызов, но он планирует быстро проиграть. Они выходят на поле Академии и начинают сражаться на мечах. Ард планировал быстро проиграть, но их бой был настолько яростным, что это автоматически повысило мнение окружающих о нем. Во время боя Сильфи продолжает насмехаться над ним, и он решает нанести один удар, прежде чем проиграть. Однако Сильфи удается уклониться от его удара и убить его, вынуждая Арда перейти в наступление и победить ее. Оливия объявляет, что Ард победил, но Сильфи не может с этим смириться. Она призывает свой настоящий меч, гибель Аргуса, и атакует Арда. Ард отражает ее атаку, и Сильфи готовится нанести новый удар. К счастью, Оливия кричит и останавливает ее. Сильфи в ярости разрушила все вокруг, а ее меч испускает ядовитую ману, от которой все теряют сознание. Оливия отчитывает ее за безрассудство и за то, что она позволила эмоциям взять верх над собой. Сильфи уже собиралась ответить, но тут вмешалась Ирина и тоже начала ее отчитывать. Сильфи видит в Ирине Лидию и плачет, стоя перед ней, извиняясь. Тем временем Ард тоже чувствует дежавю, видя, как Ирена утешает плачущую Сильфи, как будто Лидия действительно была здесь. Позже днем все возвращаются в класс, где они планируют обсудить предстоящий школьный фестиваль. Их класс будет участвовать в постановке пьесы. Джинни быстро предлагает поставить пьесу о том, как герой побеждает злого бога. К сожалению, их собрание было прервано шумом, доносившимся снаружи. Сильфи. Эта Сильфи избивала группу студентов. Ирина уже собиралась отругать ее, но Сильфи сказала, что остальные смеялись над ней из-за того, что она была простолюдинкой. Студенты высокомерно соглашаются с этим и даже говорят, что их благородный класс наверняка заработает больше на предстоящем школьном фестивале. Это выводит Айрин из себя, и она тоже бросает вызов другим классам, чтобы они заработали больше. После перепалки они возвращаются в класс и продолжают обсуждение. На роль повелителя демонов выбрали Арда, а Сильфи настаивает, чтобы Лидией стала Ирина. Когда никто не хочет быть злым богом, Сильфи вызывается сама.
Что касается их класса, то Джинни предлагает им открыть кафе в стиле горничных. У нее даже есть наброски их формы. Девочки не хотят быть горничными, а мальчики в восторге от этой идеи. Джинни также говорит, что если они откроют кафе в стиле горничных, то смогут продавать и произведения искусства. Девочки вдруг загораются энтузиазмом, а мальчики разочаровываются. Снаружи за ними наблюдает человек в маске, спрятавшись в кроне дерева. Когда начинается школьный фестиваль, Арт и Ирина патрулируют территорию школы, наслаждаясь различными развлечениями. Взрыв вдалеке привлекает их внимание, но когда они подбегают, оказывается, что это Сильфи поссорилась с торговцем едой. Сильфи обвиняет торговца в том, что он демон, но Оливия ругает ее и заступается за парня. Она также просит Сильфи больше не патрулировать территорию, и тогда Ирина предлагает ей помочь с их киоском. Ирина смотрит на большое дерево в центре академии. Ей всегда было странно смотреть на это дерево. Арт говорит, что по легенде третий король их страны, известный как Великий Король Меча, запечатал в этом месте что-то особенное. Ирина отвечает, что даже члены королевской семьи не знают, что Оливия собирается участвовать в турнире по фехтованию. Говоря о Великом Короле Меча, Оливия также объявила, что будет участвовать в турнире. Однако она подала заявку и на участие Арда, так что они оба будут участвовать. Позже Арт приходит в кафе, где работают девушки, но прежде чем он успевает войти, стена в их классе рушится, когда Сильфи нападает на того, кто дотронулся до ее зада. Арт парализует мужчину, восстанавливает стену и ругает Сильфи за то, что она зашла слишком далеко. Тем временем Джинни использует свои суккубские способности, чтобы заставить Арда остаться. Все девушки в кафе обслуживают Арда, заставляя его смущенно краснеть. Приходит Ирина и собирается отругать Б, но Джинни ее останавливает. Она говорит ей, что они просто обслуживают, а Ирина надевает форму официантки и пытается выгнать остальных, чтобы самой обслуживать Арда. Между ней и Джинни вот-вот начнется очередная ссора, когда диктор объявляет, что завтра начнется турнир по фехтованию. Главным призом в этом году будет святой меч Вальдгалгулус. Сильфи узнает меч своей сестры, поэтому решает, что тоже будет участвовать в турнире. Тем временем Ирина и Джинни тоже решают участвовать и наконец-то продолжают свой поединок. На следующий день комментатор взволнованно объявляет об участии детей трех великих героев Арда и Ирины. Более того, живая легенда и основательница фехтования Оливия из Четырех Небесных Королей тоже продемонстрирует свое мастерство. Сильфи плачет, завидуя, что ее не представили. Когда турнир начинается, Ирина и Сильфи быстро расправляются со своими соперницами. Противница Оливии быстро сдается, как только видит ее. Одновременно с этим Арт также выигрывает свой поединок, потому что если он проиграет, то Оливия заподозрит его. Поэтому он решает просто проиграть в финале. Что касается поединка Джинни, то ее соперником был крупный сильный парень, который считался фаворитом в турнире. Джинни пытается блокировать его удары своим мечом, но ее отбрасывает назад. А Арт понимает, что она может проиграть, поэтому встает и подбадривает ее, помогая сосредоточиться. Это придает Джинни сил, и она побеждает своего соперника. После победы Джинни, Сильфи и Ирину вызвали обратно в кафе, чтобы помочь, и Арт остался единственным, кто мог встретиться с Джинни. Когда Джинни узнает об этом, в ее глазах появляется озорной огонек, и она приглашает Аарда на конкурс красоты. Аард пытается отказаться, ссылаясь на то, что он должен патрулировать улицы, но Джинни говорит ему, что на конкурсе красоты будет много людей, поэтому он может пойти туда. На конкурсе красоты Аард замечает, что Джинни была права. Вокруг было много людей. Он видит, что среди зрителей был парень, который раньше издевался над Джинни Ральдо. Арт подходит к нему и видит, что Ральдо сильно поправился. Арт спрашивает его, что он здесь делает, и Ральдо признается, что он просто пришел посмотреть. Когда Джинни вызывают на сцену, Ральдо грустит и говорит, что она тоже изменилась. С того дня, как она встретила Арда, она стала сильнее и добилась успеха. Ральдо сравнивает себя с ней и говорит, что он совсем не изменился. Семья Джинни на протяжении многих поколений служила и защищала семью Ральдо. Когда они были детьми, Джинни всегда была рядом с ним, как его защитница. Однако она всегда была не очень хороша в том, что делала, и это заставляло его чувствовать, что он должен защищать ее. Но несмотря на это, он все равно расстраивался из-за того, что она все делала медленно. Более того, его отец постоянно твердил ему, что он должен вести себя как старший сын герцога. Ему с детства внушали, что все, кто ниже по положению, должны быть для него как бы тетушками. Это было для него невероятно тяжело, поэтому, чтобы отвлечься, он начал оскорблять и издеваться над Джинни. Но теперь он рад, что у нее появился шанс измениться. Он хочет извиниться перед ней, но боится встретиться с ней лицом к лицу. После окончания конкурса Аральдо уезжает. Джинни и Арт побеждают в конкурсе. Они возвращаются в кафе, где полно посетителей. В следующем раунде турнира Арт встречается с Оливией.
Арт чуть не погибает от рук Оливии, поэтому он активирует свой барьер, в результате чего Оливию уносят из города, а Арт дисквалифицируют за использование магии. В следующем поединке Ирина и Джинни встречаются в решающей схватке. Они сражаются за право быть рядом с Ардом, и Ирина побеждает Джинни. Тем временем человек в маске продолжает наблюдать за ними, но он сожалеет о том, что все идет не по его плану. Школьный фестиваль продолжается, и в классе Арда вот-вот начнется спектакль. Ирина нервно смотрит на собравшихся зрителей, а ее доспехи заставляют Сильфи видеть в ней Лидию. Ирина очень нервничает, и Арт напоминает ей, что ей не нужно стараться играть идеально. В конце концов, она сделает представление еще более зрелищным, просто появившись на сцене. Во время спектакля я, играя Лидию, веду свои войска на штурм замка злого бога, которого играет Сильфи. Когда начинается битва, Арт тоже ведет своих воинов в бой. Играя самого себя, он чувствует себя глупо, но девушки и зрители подбадривают его. Этот спектакль также напоминает Арту о прошлом, когда происходила настоящая битва, описанная в пьесе. Во время той битвы Сильфи собиралась добровольно пойти в бой, но Лидия возражает и приказывает ей молчать. Позже той же ночью Сильфи идет поговорить с Варватосом и спрашивает его, считает ли он ее бесполезной. Варватос объясняет Сильфи, что и он, и Лидия на самом деле признают ее силу. Они просто не позволяют ей добровольно идти в бой, потому что не хотят ее потерять. Особенно Лидия планирует сделать Сильфи своей преемницей. Сильфи это удивляет, но она снова заявляет о своем желании помогать Лидии. Таким образом, Варватос позволяет ей делать то, что ей нравится, а сам берет на себя всю ответственность. Во время следующей битвы Варватос и Лидия сталкиваются со злым богом, который владеет священным мечом Гибель Аргуса. Злой бог собирался напасть на них, но вдруг наступил на магический круг, который тут же взорвался. Под ногами вражеских войск также появляются магические круги, и все они падают. Тем временем Лидия пользуется этой возможностью, чтобы напасть на злого бога, и побеждает его. Сильфи радуется, что расставленные ею ловушки помогли им выиграть битву. Когда кто-то пытается напасть на нее, под ногами у них появляются новые ловушки и взрываются. Варватос спрашивает ее, не она ли расставила ловушки и где она их разместила. Сильфи улыбается и признается, что она спрятала их в каждом укромном уголке поля боя. К сожалению, это означает, что они не смогут выбраться оттуда, и Варда ругает ее за это. После того, как они наконец покинули поле боя, уставшая армия Варда возвращается домой, а Сильфи плачет, потому что ее наказали. Она напомнила Варватосу, что он обещал взять на себя всю ответственность, так почему же он наказывает ее? Варватос хочет снова ее наказать, но Лидия говорит ему, что она должна смириться с этим. Благодаря Сильфи никто не погиб, что само по себе очень редко. В настоящем времени спектакль прошел успешно благодаря импровизации Арда, когда Сильфи забыла свои реплики. Сильфи замечает в зале светловолосую девушку и пытается привлечь ее внимание в надежде, что это Лидия. К сожалению, это оказалась просто случайная девушка. Вместо этого перед Сильфи снова появляется человек в маске. На следующий день они ждали Сильфи у арены, чтобы продолжить турнир. Однако Сильфи пришла очень серьезная и сообщила, что хочет встретиться с ним у дерева короля мечей, когда выиграет турнир. Начинается поединок между Сильфи и Ириной, но после одного быстрого удара Сильфи и Ирина теряет сознание. Позже той же ночью Сильфи ждет Арда под деревом короля мечей, держа в руках приз за победу в турнире меч Вальдгалгулус. В кустах неподалеку Джинни и Ирина наблюдают за их тайной встречей. Джинни гадает, признается ли Сильфи в своих чувствах Арду, и Ирина хочет помешать им. Когда Ард наконец приходит, Сильфи объясняет, что с тех пор, как она приехала, она все время пыталась понять, действительно ли Ард принадлежит Варватосу. Но теперь она так сильно хочет убить ее, что готова на все. Затем она активирует меч, и он поглощает энергию дерева. Награда, которую она получила, на самом деле была настоящим священным мечом, который принадлежал Галгулусу, меч, которым владела Лидия. Он был запечатан в дереве, которое росло в королевстве мечей. Затем она призывает свой второй меч, Гибель Аргуса. Вооружившись двумя священными мечами, она активирует их силу и начинает атаковать Арда. Ард улетает, а Сильфи бросается за ним в погоню. Ард замечает, что Сильфи ведет себя странно, и задается вопросом, не внушил ли ей кто-то что-то. Тем временем девушки в масках наблюдают за ними. Ранее в тот же день, когда Сильфи разговаривала с человеком в маске, она сказала ему, что не верит в то, что Ард — это реинкарнация Варватоса. Человек в маске тоже устал убеждать ее. Поэтому он дотрагивается до головы Сильфи и внушает ей свои мысли. Он показывает ей последние минуты жизни Лидии перед тем, как Варватос убил ее. Затем он приказывает Сильфи убить Арда. В настоящем Сильфи удается ранить Арда и заставить его упасть на землю. Сильфи радуется своей победе, но понимает, что это не вернет Лидию. Она падает на землю и решает, что мир без Лидии не стоит того, чтобы в нем жить. Она уже собирается разрушить город, когда появляется Ирина и ругает ее. Сильфи нападает на нее, и Джинни присоединяется к драке. К сожалению, мечи отражают их атаки, и Сильфи отбрасывает Джинни в сторону, сбивая ее с ног. Она собирается напасть на Ирину, но тут появляется Ард в своей второй форме. Они сражаются, но внезапно раздается голос Лидии, приказывающий Сильфи остановиться. Когда Сильфи прислушивается
прислушаться к голосу, появляется человек в маске и сбивает Сильфи с ног. Затем он поднимает ее мечи, но оказывается не в силах противостоять Орду. Вместо этого мужчина решает взлететь в воздух и одним ударом меча уничтожить всю столицу, но меч внезапно реагирует, и мужчина роняет его от боли. А Арт объясняет, что священные мечи сами выбирают себе хозяина. Затем он поднимает меч и демонстрирует его мощь, одним ударом меча сбивая с ног человека в маске. Затем дух Лидии появляется из меча, и она берет на руки раненую Сильфи. Она говорит Сильфи, что та не должна винить себя и должна жить полной жизнью. А Арт и девушки играют в карты, чтобы скоротать время. Дженни продолжает тасовать колоду карт, изображающих короля драконов, и это так ее злит, что она несколько раз наступает на них. Тем временем Арт замечает, что у его бывших товарищей, чемпиона Лидии и волшебницы Верды, есть свои собственные карты. Но их изображения далеки от их настоящего облика и характера. Внезапно время для Арда, Ирины и Дженни словно останавливается. Они задаются вопросом, что происходит, но все внезапно исчезает, и они проваливаются в белую пустоту. Перед ними появляется ребенок и приветствует их как избранных. Ребенок представляется каким-то богом и объясняет, что существует бесконечное множество миров, в которых прошлое и будущее повторяются бесконечно. Однако есть существо, которое пытается нарушить этот порядок, выйти за рамки законов и изменить мир. Встреча этого существа с повелителем демонов сильно потрясет мир Аарда, и один из них исчезнет. Ребенок хочет, чтобы Аард и его друзья уничтожили это существо и не дали миру прекратить свое существование. После того, как ребенок уходит, Аард и девушки просыпаются и видят над собой две луны. Аард приходит к выводу, что они, похоже, попали в древние времена. Много лет назад из-за какого-то события одна из лун исчезла. Это произошло в древние времена. Поскольку сейчас над ними находится луна, значит, они попали в прошлое. Судя по тому, что их окружает, Арт также приходит к выводу, что они находятся в районе Макина империи Вардия, в великой стране, которой правит повелитель демонов Варватас. Учитывая, что мальчик сказал им, что они встретятся с повелителем демонов, им следует добиться аудиенции у него. Если они добьются этого, то смогут вернуться в свое время. Вдруг они слышат шум, доносящийся с равнины. Обернувшись, они видят, что за девушкой гонится гигантский скорпион, которого Арт называет смертоносным жалом. Джинни была удивлена, ведь смертоносное жало, которое она знает, меньше ее ноги. Когда девушку вот-вот должны были убить, Арт создал вокруг нее барьер, а затем окружил монстра бесчисленным количеством магических кругов. Совместная атака уничтожила смертоносное жало и спасла девушку. Тем временем девушку подобрала ее начальница, которая поблагодарила Арта за помощь. К их удивлению, начальницей оказалась сама Оливия. Девушки не могли не окликнуть ее по имени, что вызвало у Оливии подозрение. Затем Арт объяснил, что они просто восхищаются ее репутацией. Оливия выпустила свою ауру, и все, кроме нее и Арта, потеряли сознание. Затем она велела Арту следовать за ней в их город. На следующий день они добрались до города, и девушки были поражены древней архитектурой. Олвия спрашивает Аарда, зачем он привел их сюда, и Арт признается, что хочет присоединиться к их силам. В настоящее время на них нападают те, кто пришел из-за пределов мира. С тех пор, как их король Варвада начал развивать магию для человечества, демоны, которых они порождают, все чаще вступают в ожесточенные схватки с людьми. Благодаря этому нынешнее состояние войны таково, каким оно стало. Она заметила, что он очень хорошо владеет магией, и поэтому считает, что он может внести большой вклад в их дело. Но это еще не все, они не могут позволить, чтобы такой могущественный человек разгуливал на свободе. Арт принимает их предложение, но с двумя условиями. Первое, он хочет, чтобы к ним присоединились Ирина и Джинни. Второе, он хочет, чтобы они были зачислены в ряды войск леди Верды. Олвия не решается на это, так как не хочет отправлять на тыловую службу человека, обладающего боевыми навыками Аарда. Тем не менее, она в конце концов соглашается. Арт в сопровождении Ирины и Джинни отправляется в штаб-квартиру леди Верды, которая находится в странном куполообразном здании на склоне горы. Арт решил отправиться к Верде, потому что знал, что там они будут далеко от боевых действий и будут в относительной безопасности. Внезапно здание, в котором они находились, взрывается, и появляется маленькая девочка, которая хвастается своим успешным экспериментом. Оказывается, что эта девочка и есть сама Верда, и это шокирует Ирину и Джинни, потому что она совсем не похожа на ту Верду, которую они знали раньше. После того, как Верда восстанавливает здание, они признаются ей, что они из будущего. Это приводит Верду в восторг, и она принимает их в качестве своих подчиненных. Затем дверь с грохотом распахивается, и в комнату врывается Сильфи, которая начинает гоняться за Вердой. За ней входит Лидия, и Аарт, увидев ее живой, не может поверить своим глазам. Ирина и Джинни снова потрясены, увидев живую легенду, но Лидия начинает ругать Верду за то, что та не прислала достаточно войск для поддержки. Поэтому Верда решает отправить в армию Лидии 3 своих новых подчиненных. Лидия не понимает, о чем она говорит, пока не замечает Джинни. Она тут же начинает флиртовать с Джинни и приглашает ее к себе домой. Арт отталкивает их друг от друга, чем вызывает гнев Лидии. Она вызывает его на поединок, и Арт с радостью соглашается. Они выходят на улицу, в пустыню, где двое начинают избивать друг друга кулаками. После долгой драки они оба, тяжело дыша, падают на землю. Лидия признает, что Арт сильнее, чем кажется.
Она хочет приказать ему присоединиться к войскам на передовой, но понимает, что у Арда есть причины, по которым он присоединился к отряду поддержки вместе с девушками. Ард спрашивает Лидию, может ли она устроить ему встречу с Варватосом, но Лидия говорит, что сначала он должен что-то сделать и завоевать доверие Варда. Ночью Ард и девушки остаются на вилле Лидии. Лидия радостно присоединяется к Джинни в ванной, а Ард встречается с прислугой Лидии, Латимой. Ард спрашивает, может ли он остаться здесь, хотя и знает, что в будущем ему придется убить Лидию. На следующий день они возвращаются в армию, а Ард и девушки остаются в отряде поддержки далеко от линии фронта. Даже если на них нападут, их защитит магическое снаряжение. Из разговоров Верды и Лидии Ард понял, что они сейчас находятся в прошлом, где он наращивал свою мощь и где битва с демонами и чужаками подходила к концу. С его точки обзора это была битва на равнинах Аурелии. Демоны правили на равнинах Аурелии, и объединенные силы армии Лидии и Верты захватили множество построенных там крепостей. Битва началась с того, что Сильфи возглавила атаку. По мере того, как война продолжалась, все больше и больше раненых солдат возвращались с передовой для лечения. Ирина и Джинни делали все возможное, чтобы доставлять лекарства и другие припасы на передовую. Внезапно их позиции сотряс мощный взрыв. Похоже, что на них напал враг. Врагом руководил старик, который метал молнии. Похоже, что они планировали уничтожить источник снабжения лекарств Лидии. Однако Арт увидел в этом возможность получить достижение и стать на шаг ближе к тому, чтобы встретиться с повелителем демонов. На передовой армии Лидии, возглавляемой Сильфи, наконец удалось прорваться в замок. Однако Лидия чувствовала, что что-то не так, поскольку их главный враг все еще не показывался. Затем один из солдат сообщил ей, что их тылы атакованы самим вражеским командиром Булганом. В тылу Булган и его солдаты уверенно продвигались вперед и уничтожали линии снабжения. Затем они переступили через магический круг, и в них ударила яркая вспышка, мгновенно их уничтожив. Лидия и Сильфи прибыли на место, и Арт объяснил им, что он уже победил врага. Однако похоже, что их предводитель был важной шишкой, поэтому он оставил его в живых для допроса. Лидия рассказывает ему, что этот парень на самом деле тот самый генерал, которого они пытались уничтожить. Благодаря его заслугам Арт и девушки приглашены в замок лорда Варвада. Джинни и Ирина начинают восхищаться замком лорда Варвада, и Арт начинает гордиться собой. Внезапно в них летит огненный шар, и Арт создает барьер, чтобы отразить его. Человек, который запустил огненный шар, длинноволосый мужчина, хвалит Арда за то, что тот его отразил. Это был один из 4 небесных генералов сэр Элварда. Затем появляется сам лорд Варвада, и Джинни падает в обморок от его красоты. Он приказывает Элварда уйти и приветствует Арда. Затем они отправляются в тронный зал лорда Варвада, где все слуги пытаются помочь ему. Тем временем Ирина и Джинни продолжают восхвалять лорда демонов. Варвада спрашивает, о ком они говорят, и Арт объясняет, что они просто повторяют имя, которое слышали от других людей. Оказывается, что Варвада и даже Лидия не знали, что его называют лордом демонов. Арт находит это странным, ведь в его прошлой жизни его уже называли лордом демонов. Затем Варвада говорит, что на самом деле есть еще один человек, которого называют лордом демонов, и это еще больше удивляет Арда. После встречи с Варвада Арт и его группа решают вернуться в штаб-квартиру Верты. Они пытаются выяснить, почему сейчас существует 2 лорда демонов. Верта предполагает, что лорд демонов, которого знает Арт, и тот, о котором они знают, это 2 разных человека. Это означает, что история 2 миров уже отличается друг от друга. Перевод. Вельда рассказывает, что кто-то изменил историю, и это привело к появлению в этом мире повелителя демонов, которого Арт и девочки не узнают. Арт вспоминает, что сказал им так называемый бог. Он потребовал, чтобы они встретились с повелителем демонов и уничтожили его. Но если эти 2 требования означают одно и то же, то тот, кто изменил историю, и есть повелитель демонов этого мира. Таким образом, если они победят его и восстановят историю, то смогут вернуться в свое изначальное время. Хиена предлагает обратиться за помощью к лорду Варвадосу, но Вельда говорит, что это невозможно. Нынешний повелитель демонов появился всего 3 года назад и в мгновение ока завоевал земли между территорией внешних и их собственной. Они пытались договориться, но их просто проигнорировали. Варвадос тоже пытался сразиться с ним, но не смог победить. Поэтому он не станет действовать без веской причины. Джинни предлагает рассказать обо всем Варвадосу, но Арт говорит, что они еще не заслужили его доверия. Сначала им нужно добиться большего. В этот момент врывается Лидия и требует, чтобы Арт присоединился к армии. Конечно, Арт соглашается, надеясь получить новые достижения. Сейчас они снова идут со своей армией на очередное поле боя. Лидия рассказывает Арду, что на этот раз их противником будет гораздо более опасный король Мавилос, проклятый король. Арт тут же замирает, узнав это имя. Сильфи пытается объяснить, что Мавилос – один из высших демонов, архидемон.
Однако Арт помнит его по гораздо более зловещему делу. Мавилос был одной из причин, по которой ему пришлось убить Лидию. Вскоре на поле боя их армия столкнется с армией скелетов, когда Арт создаст торнадо и уничтожит их всех. Он хочет, чтобы они победили в этой битве, и история не повторилась, как это было с Лидией. Они уже собирались войти в замок противника, когда он внезапно загорелся. Они бросились внутрь, чтобы узнать, что происходит, но из двери внезапно вылетела чья-то голова. Это была голова проклятого короля Мавилы. Затем из замка вышел человек в доспехах. Арт спросил, кто он такой, и тот представился как повелитель демонов. Повелитель демонов объявил войну Варватосу, а затем исчез в облаке дыма. В замке Варда все собрались на совещание, посвященное повелителю демонов. Некоторые министры возражали против присутствия Арта и девушки, но Варда объявил, что они гости Лидии, внесшие значительный вклад в победу в войне. Затем он объявил, что после объявления войны повелителем демонов он решил, что они должны уладить все в течение одного дня. Для этого он мобилизует всю армию, 4 небесных генералов и даже себя самого на поле боя. Арт заметил, что повелитель демонов объявил себя бессмертным. Так есть ли у Варда способ убить его? Варда подмигнул ему и сказал, что это секрет. Битва начнется через 3 дня, и у них есть только одна цель – победить повелителя демонов и разрушить его замок. Перед началом войны Арт решает остаться на вилле Лидии, где Латима сообщает ей, что Лидия сейчас занята организацией своей армии. Арт размышляет о том, как история должна была измениться. Те, кто должен был умереть, остались живы, и Лидия тоже не была проклята. Самопровозглашенный бог приказал им изменить историю, но если они оставят все как есть, то Лидия, по его мнению, все равно умрет в будущем. Внезапно его размышление прерывает голос, и в комнату входит повелитель демонов. Повелитель демонов говорит ему, что историю бога не так-то просто изменить. Сильная корректирующая сила вмешается в ход событий, и Лидия в конечном итоге погибнет. Затем повелитель демонов снимает шлем и говорит, что на самом деле он — это Варватос из другой временной линии. Они оба жили как Варватос, и оба переродились как Арт-метеор. Однако он многое приобрел и многое потерял. Он отмечает, что Арт пока ничего не потерял. Поэтому он решил назваться Ардом-метеором, и теперь его знают как полного неудачника, злодея. Как и Арт, он был призван самопровозглашенным богом и получил задание. Однако он также планирует спасти Лидию и искупить свои грехи. Он отмечает, что у них с Ардом одна и та же миссия, поэтому им не придется сражаться друг с другом. Единственная причина, по которой он сражается, заключается в том, что самопровозглашенный бог дал ему задание уничтожить мир. Они оба вспоминают обстоятельства смерти Лидии. На Лидию было наложено проклятие, которое заставило ее сойти с ума. Она потеряла своих союзников, и многое другое повлияло на ее разум. Это была их вина, что Лидия в одиночку отправилась на вражескую территорию, и это была их вина, что она проиграла в битве и стала угрозой для всего мира. Поэтому им пришлось убить ее. Затем разрушитель рассказывает Арду, что он не смог вынести чувство вины и покончил с собой. Затем он переродился как Арт-метеор. Но он знал, что его неудачи не прекратятся, а будут преследовать его и дальше. Поэтому он решил покончить со всем этим и искупить свои грехи. Он спасет Лидию, станет угрозой для этого мира и позволит ей убить его. Он предлагает Арду тот же путь, и Арт уже готов согласиться, но тут он вспоминает лицо Ирины и Джинни, а также дух Лидии на своем мече. Он колеблется, и разбойник предлагает ему 3 дня на раздумье. Тем временем разбойник будет ждать его в разрушенном городе. На следующий день Арт и Латима идут в столовую, и Арт все еще размышляет над предложением разбойника. Он спрашивает Латиму, что бы она сделала, если бы ей пришлось выбирать между ее собственной жизнью и жизнью Лидии, и Латима без колебаний отвечает, что она сделает все ради Лидии. За обедом девочки замечают, что он чем-то озабочен, но он настаивает, что с ним все в порядке. Тем временем Лидия приглашает его прогуляться после обеда, и они проводят время за покупками, знакомятся с девушками и дерутся друг с другом. Лидия спрашивает, прояснилось ли у него в голове, и Арт спрашивает, что бы она сделала, если бы ей пришлось пожертвовать всем ради того, что она потеряла. В ответ Лидия приводит его в какое-то заброшенное место. Он спрашивает, где они находятся, и Лидия объясняет, что здесь она совершила свои самые страшные грехи. Когда-то это был город, где жили одни демоны. Лидия смогла завоевать его, но люди не стали ее слушать. Поэтому она приказала убить всех жителей. Если бы они не убили их, то погибли бы их союзники. Затем она признается, что уже решила умереть. Она не из тех, ради кого стоит жертвовать собой. Затем она просит Ардана изменить способ ее смерти. Когда они возвращаются на виллу, Лидия в качестве извинения за то, что на целый день лишила их возможности заниматься искусством, дарит Ирине и Джинни пару заколок для волос. На следующий день в 4 небесных полководцах начинается война, и леди Верда, Оливия, Альварда и Лидия сеют хаос на поле боя. Тем временем Сильфи жалуется Лидии, что Арда нигде нет, и что он, похоже, сбежал
куда-то в разрушенный мир. Арт встречается с разбойником и дает ему ответ. Он не станет спасать Лидию. Разбойник спрашивает его почему, и он объясняет, что это не то, чего хочет Лидия. Она просто хочет сражаться и умереть, чтобы искупить свои грехи. Услышав его ответ, разбойник начинает атаковать Арда с помощью магии. Арт отвечает ему тем же, но в итоге они просто стоят друг напротив друга. Однако разбойник улыбается, потому что он уже все спланировал. Ирина и Джинни остаются на вилле Лидии, а Арт и остальные отправляются на войну. Они знают, что не смогут помочь на поле боя, но все равно не оставляют попыток помочь Арду. Латима подходит к ним и говорит, что Арт зовет их. Они воодушевляются тем, что нужны ему, и следуют за Латимой через лес. Латима объясняет, что Арт раскрыл тайну бессмертия Повелителя Демонов и приказал им отправиться в замок Повелителя Демонов. Арт предполагает, что бессмертие Повелителя Демонов является результатом использования секретной техники разделения души и тела и запечатывает душу в подходящем сосуде. Смерть требует одновременной потери души и тела, поэтому разделение этих двух составляющих делает человека практически бессмертным. Однако у этой техники есть свои недостатки. Во-первых, пользователь должен находиться на определенном расстоянии от сосуда, в котором хранится душа. Во-вторых, если сосуд будет уничтожен, то душа погибнет. Скорее всего, сосуд находится в замке, и если его уничтожить, то победа будет за противником. Битва между двумя армиями в данный момент является отвлекающим маневром, и Арт находит потайной ход в замок. На 3 девушек внезапно нападают солдаты Повелителя Демонов, и Латима приказывает им бежать, а сама сдерживает натиск врага. Тем временем на поле боя продолжается сражение, и Сильфи гадает, куда направилась ее старшая сестра Лидия. В замке Повелителя Демонов Ирина и Джинни находят большой светящийся кристалл в центре замка. Они решают, что это скорее всего сосуд, в котором хранится душа Повелителя Демонов, и готовятся атаковать его одновременно. К сожалению, под ними активируется магический круг, и девушек привязывают к 2 крестам. Они пытаются освободиться, но внезапно появляется Латима и говорит им, что заклинание обездвиживания также лишает их магической силы. Тем временем Арт видит, как разворачивается опасная ситуация прямо перед ним, транслируемая разбойником катастрофой. Он предлагает освободить девушек, если Арт присоединится к его армии. Даже если Арт откажется, он не причинит вреда 2 девушкам. Однако он не уверен, что с ними будет, когда армия Варвада доберется до замка. Ирина спрашивает Латиму, почему она на стороне разбойника катастрофы, и Латима объясняет, что она делает это ради леди Лидии. Ирина начинает паниковать, но Джинни говорит ей, что она легко сможет выпутаться из этой ситуации. Если магия заблокирована, то они могут воспользоваться обычной магией. Затем 2 девушки с помощью магии освобождаются от оков и уничтожают крест. Латима, однако, не обращает на это внимания и просто призывает своих приспешников. Их битва вот-вот начнется, когда в центре сражения появляется Лидия. Оказывается, что заколка, которую она дала девушкам, отслеживает их текущее местоположение. Лидия просит Латиму остановиться, но та заявляет, что позволит миру погибнуть, если это спасет Лидию. Она снова призывает своих приспешников, но они не могут противостоять Лидии, которая побеждает их всех и лишает Латиму сознания. Лидия рада, что Латима так беспокоилась о ней, но она уже смирилась с тем, что ее ждет. Она сражается с другими монстрами, а затем уничтожает сосуд, в котором находился Разрушитель, снова делая его смертным. Разрушитель в ярости кричит на Лидию, но он все еще не сдается, когда Арт просит его об этом. Арт спрашивает, действительно ли он хочет спасти Лидию или просто пытается спасти себя от чувства вины за ее убийство. Он говорит, что Разрушитель всегда преследовал только свои эгоистичные цели, поэтому Арт просит, чтобы на этот раз они позволили Лидии исполнить ее желание. Разрушитель все еще не соглашается с ним и вместо этого начинает произносить длинное заклинание. Или он произносит свое заклинание, превращаясь в свою вторую форму. Пока они скрещивают мечи, оба вспоминают свои последние слова, сказанные Лидией перед ее смертью. Лидия была зла на Варвада за то, что он принял перемирие и позволил существовать демонической нации. Лидия хочет уничтожить их, пока у них еще есть время, и называет Варвада предателем за то, что он изменил их цель. В ответ Варвадос говорит, что если она хочет бороться с ними, то может сделать это сама. На самом деле он просто не хотел, чтобы она продолжала бороться и погибла. Разбойник Катастрофа сожалеет, что не сказал ей о своих истинных чувствах в тот день. Вот почему он хочет спасти Лидию и дать ей шанс жить дальше. Пока их мечи скрещиваются, дух Лидии из меча разбойника Катастрофы появляется перед ним и печально смотрит на него. Разбойник Катастрофа теряет силы, и Нарт наносит ему удар. Пока он истекает кровью и умирает, он умоляет Арда вспомнить те дни, которые они провели вместе с Лидией. Разбойник Катастрофа признается, что понял, что любит ее только когда она умерла. Он действительно любил Лидию. Арт вонзает свой меч в грудь разбойника Катастрофу, который предупреждает Арда, что своими действиями он снова убивает Лидию. Пока он лежит, умирая, Арт и девушки окутаны золотым светом, который означает завершение их миссии и возвращение в исходную временную линию. Перед тем, как уйти, Лидия спрашивает девушек, может ли мир и будущее стать местом, где каждый сможет жить с улыбкой на лице, и девушки отвечают ей утвердительно. Лидия улыбается, зная, что их жертва не напрасна, и просит их передать
передать Орду последнее сообщение. На поле боя армия повелителя демонов отступает, и Варвадос объявляет о победе. Лидия поздравляет его с победой, и Варвадос спрашивает, что случилось с Ардом. Увы, Лидия лишь улыбается и говорит ему, что они вернулись домой. Тем временем Орду удается снова поговорить с самопровозглашенным богом. Он пытается узнать, кто они такие на самом деле, но ребенок лишь обещает, что пока он на их стороне. Перед тем, как уйти, Ард пожелал, чтобы они больше никогда не встречались. Сильфи разбудила девочек, сказав, что они уже добрались до места назначения. Оказалось, что они вернулись туда, откуда отправились в путешествие, на школьную экскурсию. Ард заметил, что девочки все еще носят заколки, которые им подарила Лидия, и это доказывает, что все произошедшее было не просто сном. После того, как они вышли из кареты, Ирина прошептала Арду на ухо слова, которые передала ей Лидия. Что бы ни случилось, где бы они ни были, они всегда будут лучшими подругами. Затем он почувствовал, как дух Лидии призывает его идти дальше,